Привет, меня зовут Заяц, и сейчас я вам кое-что покажу. Ну как вам? Думаю, одного этого знака многим хватило, чтобы тут же подумать. Ну, все понятно, сейчас нам этот укрофашист из Саларейха расскажет, каким святым героем был Степан Бандера. Прямое доказательство, что в Украине одни нацисты. Хотя то, что я показал, это даже не нацистское приветствие, а ритуальное движение клятвы верности флагу США от американских бойскаутов. И появилось оно еще за 40 лет до Гитлера. Салют белыми. Неужели не признали? Впрочем, это не удивительно. Сегодня этот жест однозначно ассоциируется с Германией и нацистами. Другую трактовку общество не допускает. Само движение не изменилось, но изменился смысл, который в него вкладывают. Вместо символа верности США оно стало символом кровавой диктатуры и ненависти к другим народам. Эта путаница со значением символов – лучшая иллюстрация к теме нашего видео. Сегодня нам предстоит сложный разговор. Но никаким другим он получиться и не мог. Если мы уж взялись рассказывать о таком спорном и мифологизированном символе украинской борьбы за независимость, как Степан Бандера. Но давайте попробуем. Кем бы вы сейчас не считали Бандеру, героем или коллаборантом, постарайтесь отложить это мнение до конца ролика. Давайте мысленно перенесемся в то непростое время и за символом попробуем увидеть историю живого человека. В какой среде сформировались его взгляды? Действительно ли он поддерживал Гитлера? И правда ли хотел убить всех русских? Итак, в общих чертах все знают, кто такой Бандера. Украинский националист. Тут вроде бы все понятно, но на самом деле нет. Многие ли из вас задумывались, что значит быть националистом? А без понятного ответа на этот вопрос невозможно разобраться, кем был Бандера. Так что начать ролик мне придется с долгой предыстории и определений. Если вы давно смотрите мой канал, то могли бы заметить, что обычно мы тут не придерживаемся строгих правил, можем сравнить Ивана Грозного с фюрером или заканцелить Колумба по правилам новой этики. Так мы делаем потому, что познавательные ролики на YouTube это все-таки не научные лекции. Но сейчас просто невозможно обойтись без некоторых важных моментов. Ведь Бандера сражался за украинскую национальную идею, и мы не сможем понять этого человека, если не поймем, что собой представляет национальная идея и как вообще формируется национальная идентичность. Если вы откроете школьный учебник или Википедию и попробуете разобраться, что такое нация, то в первую очередь встретите там слова про исторически сложившуюся общность людей, которая объединена языком, территорией, культурой и бла-бла-бла-бла. Еще можно обнаружить тезисы, что украинский, русский и белорусский этносы начали формироваться примерно в 14 веке. Типа, вот оно, научное подтверждение, что это три разных народа с разной культурой, языком и историей. Но, как говорится, есть нюанс. Представьте, вы каким-то образом сумели отправиться на 150 лет назад и решили посетить деревни под Тамбовом, Сумами и Полоцком. Как вы думаете, что вам ответили бы местные жители на вопрос, кто они? Думаете, вам скажут, что мы русские, украинцы, литвины или белорусы? Как бы не так, ответы будут такие: да, тутошние мы, тамбовские или полоцкие или сумские. Точно такие же ответы вы бы встретили у крестьян по всей Европе, что в Баварии, что в Провансе. Так какой вывод из этого можно сделать? Что в 19 веке не существовало народов? Конечно, существовали, просто они себя одним народом не осознавали. Это очень важное уточнение. Мало быть этническим французом или украинцем, мало просто говорить на одном языке, надо еще самого себя считать французом или украинцем. Это главное отличие нации от народа или этноса. Нация себя осознает как нацию. Если вы думаете, что это какая-то странная дичь, то вот вам несколько примеров. Первый – Виталий Ким, глава Николаевской областной администрации. Герой мемов и новостей, один из символов украинского сопротивления в этой войне. Какая у него национальность? Если вы сами у него спросите «Кто я?», он вам прямо ответит: «Я украинец». Хотя этнические украинцы XIV века и он имеют весьма косвенные отношения. В
Второй пример — США. Так сложилось исторически, что это вообще невероятный винегрет и десятки разных этносов со всего мира. Но жители США в основном считают себя именно нацией американцев. Как видите, все довольно запутанно. Так откуда в таком случае нации появились? Почему сегодня жители Тамбова и Ровно называют себя русскими украинцами, а не тамбовчанами или ровенчанами? Как ни странно, процесс этот хорошо изучен и всегда проходил по одному и тому же сценарию. На начало 19 века никаких наций не существует. Затем появляется интеллигенция, которая на основе местного языка и культуры формирует национальную идентичность, которая отделяла бы их от соседних народов, и начинает эту идентичность активно пропагандировать. Если этот маркетинг оказывается успешным, то появляется нация. Или не появляется, если не может набрать достаточное количество сторонников. Этническая принадлежность в этом процессе остается на вторых ролях. К примеру, русские с юга России генетически куда ближе к украинцам, чем к другим русским, которые живут на севере страны. Люди веками смешивались друг с другом на этих территориях, но в конце концов это никак не помешало их потомкам в определенный момент осознать себя представителями двух разных наций. И такое происходило практически везде в мире. А еще я не зря сказал, что сегодня мы имеем дело лишь с успешными национальными проектами. Если вы думаете, что все современные нации сложились естественным образом, то зря. Например, практически у всех французских народностей были свои попытки построить отдельные нации. Гасконцы, нормандцы, бургундцы и так далее. Но сегодня все они просто французы. У словаков было аж 3 попытки создать нацию. Кстати, даже в Украине тоже есть не особо успешный национальный проект. Это русины. Опять же, если вы думаете, что русины всегда были национальным меньшинством, то это не так. В свое время они практически на равных конкурировали с украинцами за право считать русинами чуть ли не всех жителей украинских земель. И только благодаря стечению обстоятельств победила именно украинская идея. Впрочем, о русинах мы еще поговорим. Короче, еще раз. К началу 20 века современных наций не существовало. Этнос был, культура была, а вот национальной идентичности не было. Была только интеллигенция, которая пыталась убедить украинцев, что они украинцы, поляков, что они поляки и так далее. Потому что нация — это не язык, не территория и не этнос. Это буквально идея в голове, которую, как и любую идею, можно менять. Прямо сейчас есть люди, которые говорят: я больше не русский. Я вспомнил про свою еврейскую бабушку, так что я теперь еврей. А есть и те, кто вообще отказывается от причисления себя к какой-либо нации. В общем, я понимаю, насколько это болезненный вопрос, поэтому специально приведу еще пару примеров. В начале 20 века, во время гражданской войны на территории Украины, активно действовала Холодноярская республика, на флаге которой было написано «Воля Украины або смерть». В ее рядах сражалось примерно 30 тысяч человек. Много это или мало? И что это явление значит в контексте моего рассказа? Вот ведь масса людей с оружием в руках стоят под украинским трезубцем. Они что, не нация? И да, и нет. Здесь сразу хочется спросить, а как же так получилось, что в Холодноярской республике жители вдруг осознали себя украинцами, а за 400 километров от них 100 тысяч таких же вроде бы как украинцев внезапно поняли, что они на самом деле анархисты и пошли воевать за батьку Махно. И не стоит забывать про большое количество украинцев, которые сражались в Красной армии за коммунизм, хотя до 17 года вообще не знали о существовании Маркса и Ленина. Такое разделение трудно понять, если смотреть на него с современной колокольни. Кажется, что у людей развивалась какая-то шиза из-за попыток осознать, кто же они на самом деле. Но все становится проще, если вспомнить, что на тот момент никто из этих крестьян ни черта не смыслил ни в коммунизме, ни в анархизме, ни в национализме. Они одинаково не читали ни Маркса, ни Бакунина, ни Грушевского. Просто в разных местах появились разные лидеры со своими вооруженными отрядами. И люди за ними пошли. А иногда у них просто не было выбора. Также объясняется тот интересный факт, что на стороне белых не сражались никаких специальных русских национальных армий, потому что их никто не сделал. После революции русские националисты-монархисты растеряли весь авторитет, и больше никому в голову не пришла идея, что нужна какая-то отдельная русская армия. Ну и напоследок, вот вам еще один пример, мой любимый.
Недалеко от белорусского города Лида жил-был некий Леонард Ивановский, и было у него 3 сына. Старший вырос, осознал себя поляком и ушел в польскую политику. Средний решил, что он белорус, и стал активистом белорусского национального движения. А младший понял, что на самом деле он литовец и всю жизнь прожил в Литве. Так что? Наша национальность — это не то, с чем мы рождаемся, это то, кем мы сами себя считаем и кем нас считают окружающие. А теперь, после такой вот теоретической подготовки, давайте приходить поближе к Бандере и украинскому национализму. Для этого мы отправимся в Галицию, которая на начало 20 века была частью Австро-Венгерской империи. И дело тут не только в том, что там родился Бандера, но и в том, что сюда эмигрировала значительная часть украинской национальной интеллигенции после выхода в России Валуевского циркуляра и Эмского указа. Эти законы фактически запретили любые спектакли, песни и книги на украинском языке. И даже отказывали этому языку в самостоятельности. Типа это какой-то малоросское наречие, которое на самом деле тот же русский язык, только испорченный поляками. Звучит ужасно и несправедливо по отношению к украинцам, но тут я хочу еще заметить, что пострадали от этих репрессий только интеллигенты, которые уже обладали националистической идентичностью, а какие-нибудь крестьяне из-под Харькова этого указа даже не заметили. Во-вторых, к моменту запрещения публикации книг на украинском языке украинской национальной литературы фактически не существовало. По библиографическому справочнику на всю Российскую империю приходилось ровно 40 книг, изданных разными тиражами, включая тонкие брошюры и журнальные статьи. Чтобы понять, много это или мало, то можно сравнить с Европой. В Украине на 1 миллион человек в год выходило по 2,5 книги. Это примерно в 20 раз меньше, чем публиковались в европейских странах за 300 лет до Валуевского циркуляра. Как говорится, комментарии излишни. Ну и чтобы точно получить обвинение в украинофобии, добавлю, что в этом списке запрещенных книг не было ни одного перевода. А это очень важный показатель. Он показывает желание читать на родном языке. И тут полный ноль. На западе современной Украины интеллигенция сплошь состоит из поляков и демонстративно читает по-польски. На востоке либо евреи в городах, либо обрусевшие помещики. Им куда проще читать на русском. Единственный журнал, который пытался выходить на украинском языке, не набрал подписчиков и обанкротился. Но крестьяне, понятное дело, спокойно говорили на украинском, но они ничего не читают. И тут возникает еще один вопрос. А нафига в таком случае царское правительство решило запретить то, чего и так по сути не было? Дело, как обычно, в русском шовинизме, который ненавидит все нерусское. Но с этим тоже есть проблема. Валуевский циркуляр вышел примерно в одно время с отменой крепостного права, и освобождение от рабства в Украине прошло на куда более мягких условиях, чем в самой России. Выкупные платежи были ниже, крестьянская община не превратилась в хтоническое зло, кредиты выдавались под меньший процент и так далее. Очень странная политика властей, если исходить из того, что Российская империя работала только на благо русских. Так в чем же дело? Все довольно просто. Валуевский циркуляр появился на свет на фоне польского восстания. Там национальная идея намного раньше набрала популярность и даже вылилась в вооруженные столкновения. Правительство в Петербурге из этого сделало логичный, но тупой вывод. Все, кто внутри империи пропагандирует национальную культуру и язык, враги государства. Надо запретить, не разбираясь в причинах и политических взглядах. В каком-то смысле это был выстрел себе в ногу, потому что первое поколение украинской интеллигенции было вполне себе лояльно к царю. Что еще интереснее, запрещая украинский язык, российское правительство вообще не заметило белорусского национального движения. Это отличный показатель того, что ни о каком сознательном подавлении свободных народов речи не шло. Российские власти просто не мыслили категориями наций, настолько, что не были в курсе о их существовании. Даже организации русских националистов появлялись не сверху, а снизу. Всяким консерваторам-черносотенцам на полном серьезе приходилось приходить к царским чиновникам и доказывать, что нужно как-то специально среди населения пропагандировать русскую культуру и рассказывать жителям, что они русские люди.
В общем, Валуевский циркуляр и Эмский указ сделали очень трудным развитие украинской национальной идеи в Российской империи. Так что центром зарождения украинского самосознания стал Львов, который тогда принадлежал более либеральной Австро-Венгрии, которая поддерживала украинцев. Впрочем, Австро-Венгрия поддерживала украинскую интеллигенцию не по доброте душевной. Там центральная власть была намного слабее, поэтому австрийцы, как правило, выбирали тактику. Если не можешь что-то победить, то возглавь. Но поддержку они оказывали далеко не всем. И тут мы опять возвращаемся к русинам. Еще с 19 века русинский национальный проект развивался параллельно с украинским. Вот только русины выступали за тесное сотрудничество с Петербургом и русскими, а украинцы считали Россию тюрьмой народов, которая их всячески угнетает. Угадайте с одного раза, кому в итоге решили помочь австрийцы. Да, украинское движение получило возможность создавать школы, печатать книги и как угодно ругать царя в далеком Петербурге. С началом Первой мировой войны русинское движение было репрессировано практически полностью, а украинское, наоборот, приобрело даже собственные вооруженные силы – полки сечевых стрельцов. Они стали своеобразной кузницей кадров для украинского национализма. В общем, в споре двух национальных движений на Галичине определился безусловный победитель. А русины практически полностью исчезли из политической карты. По последней переписи населения русинами назвали себя примерно 10 тысяч человек, проживающих в Закарпатье. Сегодня многие даже не знают об их существовании, а те, кто знают, часто отказывают русинскому языку в самостоятельности и считают его диалектом украинского. После Первой мировой Австро-Венгрия развалилась, и интеллигенция всех ее бывших частей увидела в этом шанс. Наконец-то можно спокойно строить свое национальное государство, без проклятых империалистов, которых хлебом не корми, дай поугнетать малые народы. Но быстро выяснилось, что создать государство на основе нации не такая простая задача. Первыми свое право на украинские земли объявила вновь созданная Польша, которая вообще решила включить в свой состав всю территорию, которая когда-то входила в Речь Посполитую. И это нормальный процесс. Любое новообразованное национальное правительство тут же называло себя единственно правильным, а окружающие территории объявило своими. В ход шло все. Специально подобранные исторические факты, аргументация к общему языку, границы областей, проведенные предыдущими империями и, конечно же, противопоставление себя окружающим врагам. Понятно, что условные враги в этой системе координат использовали те же самые аргументы. Члены украинского движения из Восточной Галиции не захотели считать себя поляками и образовали новое государство – Западно-Украинскую Народную Республику, которая тоже немедленно объявила, что окружающие территории исторически когда-то принадлежали украинцам. Была только одна проблема, характерная для начала века. Народ с этих земель все еще не имел национальной идентичности. Как в таком случае отличить наших от не наших? А очень просто, по языку. Говоришь по-украински, значит украинец. Есть в этом подходе что-то знакомое, правда? Как бы там ни было, вокруг нового государства удалось объединить земли, где 60% населения говорили на украинском и русинском языках, но только в деревнях, а вот подавляющая часть жителей Львова говорила по-польски, и даже евреев в городах было в 2 раза больше, чем украинцев. Благодаря этому польские националисты считали Галицию своей, ведь главное, на каком языке говорят в городах грамотные люди, а на мнение необразованные деревенщины в лаптях можно не обращать внимания. Получилась безвыходная ситуация, которую без войны было не решить. На первых порах за новую Украину сыграл фактор внезапности и выучка тех самых сечевых стрельцов. Но за Польшей стояли большие ресурсы и страны Антанты. Их Западно-Украинская республика интересовала мало. В первую очередь они хотели бороться с красными. И в этом плане опереться на куда более сильную Польшу было разумным шагом. Но это не значит, что Англия и Франция желали поражения Украине. Наоборот, они призывали польские власти к переговорам, но получилось не особо. Армия Юзефа Халлера, которую обучили и вооружили во Франции для войны с коммунистами, первым делом направила танки в Галицию, а своим союзникам по Антанте поляки заявили, что все украинцы являются большевиками или чем-то вроде того.
Чем-то вроде того. Это, кстати, прямая цитата. То есть с аргументами они даже не напрягались. В общем, Западноукраинская республика потерпела поражение и перестала существовать. Примерно в то же время поражение потерпела и Украинская республика на территории бывшей Российской империи. Там была своя интересная движуха с Петлюрой и Гетьманом Скоропадским, о которой расскажу как-нибудь в другой раз. Но сейчас это не важно. Важно то, что у них тоже ничего не получилось. В итоге территорию Украины поделили между собой Польша и Советская Россия. Полное поражение украинской революции с обеих сторон от границы привело к разочарованию и уходу в подполье. А подполье в те времена было настоящим хардкором с грабежами и бомбами. То, что сегодня ассоциируется с бородатыми ваххабитами, в начале 20 века вполне себе было мейнстримом для донесения своего политического месседжа. Этим промышляли даже первые феминистки. Поджоги, покушения и взрывы. Все ради получения женщинами избирательных прав. Но для террора нужны объединения. В 1920 году в Праге создается Украинская войсковая организация УВО. Возглавил ее бывший президент Западноукраинской республики, которого вскоре сменил полковник Евген Коновалец. Что входило в задачи этой организации? Если убрать лозунги, то можно сказать, что основной целью УВО была подготовка к восстанию ради образования независимой Украины. Одним из первых дел в рамках борьбы за независимость стал освободительный рейд на территории СССР. В случае успеха украинцев обещали поддержать страны Антанты, но не фартануло. Рейд быстро разгромили, после чего деятельность УВО в советской Украине по большей части прекратилась. Так в каком положении оказались украинские националисты в 20-х годах? Тут, что называется, следите за руками. Страны Антанты поддерживают Польшу и опираются на нее как на противовес большевистской России. Они бы с радостью поддержали украинское восстание, но только там, за красным рубежом. Ни о какой поддержке украинских националистов на территории Польши речи не шло, что в общем-то логично. А после поражения освободительного рейда в СССР Антанта вообще охладела к украинцам. Зато появился новый покровитель – Германия. Точнее, то, что от нее осталось после Первой мировой. Все потому, что подпольная борьба не может держаться просто на идеалах и питаться фантазиями. Любая организация требует денег. А так как националистическое движение на тот момент было не очень популярно, то его сторонники из разоренной Галиции мало что могли дать в качестве материальной поддержки. А вот Германия, несмотря на репарации, имела гораздо больше резервов. Вот только противник у нее был совсем другой. Не советская Россия, а Польша. В Европе что Германия, что Советский Союз долгое время были изгоями, поэтому быстро нашли общий язык и наладили отношения. И спонсировать украинских националистов для борьбы с СССР было бы тупо. Вот другое дело – поляки. Штаб-квартира украинского военного общество переезжает из Львова в Берлин, а на Польшу обрушивается волна террора. В начале 20-х украинские радикалы обрезали телефонные и телеграфные провода, поджигали польские хозяйства, нападали на жандармов. Но самое интересное, нападали на других украинских националистов, которые выступали за мирное сосуществование с поляками и пытались добиться автономии для Украины без насилия. Первым в списке таких жертв стал известный поэт и журналист Сидор Твердохлиб. Одним из последних Иван Бабий, директор Львовской украинской гимназии. Затем в 23 году случилась еще одна важная вещь. Англия и Франция признали за Польшей право на Галицию, но с условием широкой автономии для украиноязычных граждан, чтобы у них были свои школы, университеты, газеты и прочее. На что Польша сказала: да-да, конечно, и немедленно начала политику поголовной полонизации. Но это в целом тоже было нормальным явлением. То есть как? Не то чтобы нормальным, но все так делали. В той же Западноукраинской республике, пока она существовала, тоже было правило, что все школы в стране должны быть исключительно украинскими, а на государственную службу не допускались люди, которые не владели этим языком. Это при том, что украинский знали только 60% населения, да и в основном в деревнях. В итоге в Галиции польская контрразведка разгромила УВА и арестовала примерно
примерно 20 тысяч человек. Учитывая, что на самом деле актив этой организации был в несколько раз меньше, можно смело предположить, что поляки хватали вообще всех, кто, по их мнению, выглядел как украинский националист. Результатом этой операции стало почти поголовное уничтожение УВА на территории Польши. И перед националистами замаячила реальная перспектива стать всего лишь страничкой Википедии вслед за Украинской Народной Республикой. И тогда Коновалец, который все еще был руководителем УВА, принял важное решение. Его организация полностью переходит под влияние германской разведки. Он это представлял так. Германская нация единственная, чьи цели совпадают с нашими. Они, и только они, видят Украину самостоятельной и независимой, потому нам с ними по пути. По итогу переговоров УВА предоставила немцам весь свой разведывательный аппарат, средства пропаганды и боевые силы, которые еще оставались в Польше, Советской Украине и других странах. А немцы, в свою очередь, взяли на себя защиту и обучение агентов. В 1923 году в Мюнхене были организованы курсы разведчиков для украинских националистов. Второй центр появился в 1924 году, третий в 1928. В общем, сотрудничество УВА и Германии крепло и развивалось с каждым годом. И все это задолго до появления Гитлера в Рейхстаге. И вот тут-то в нашей истории наконец-то появляется Бандера, яркий представитель поколения, чью жизнь во многом определила Первая мировая война. Степан родился в 1909 году в селе Старый Угринов. Это в современной Ивано-Франковской области Украины. Бандера с детства не отличался сильным здоровьем, даже наоборот, он страдал ревматизмом и пытался укреплять организм обливанием холодной водой и многочасовым стоянием на морозе. От ревматизма это, правда, не спасало, зато уже здесь можно увидеть железную волю этого человека. Отец Бандеры Андрей, священник Украинской греко-католической церкви, был убежденным националистом и членом Национальной Рады той самой Западноукраинской республики. Он принимал самое активное участие в неудавшейся украинской революции. А теперь попробуйте догадаться, какие убеждения мог впитать в себе Бандера в такой атмосфере. В детстве через его село то и дело прокатывались армии разных государств. Его отец – известный националист, чье дело жизни было уничтожено поляками. В семье не раз приходилось переезжать, спасаясь от польских преследований. Затем послевоенный голод, притеснение и нищета. Образование он получил в одной из немногих оставшихся украинских гимназий, но и там польские власти постоянно пытались насаживать польское самосознание. В общем, в таких условиях было бы странно, если бы Бандера вырос гуманистом и либеральным демократом. Так что, конечно же, молодой Бандера с самых юных лет постоянно участвовал во всевозможных националистических кружках, где, среди прочего, были вполне себе популярны ультраправые и фашистские взгляды. Вождь, партия, народные массы и все вот это вот. Опять же, для того времени это не было чем-то из ряда вон выходящим. Попробуйте представить себе Европу того времени. Ни о каком торжестве демократии речи не идет. В Испании скоро разразится гражданская война между социалистами и националистами. В Италии к власти пришли фашисты во главе с Муссолини. В Германии набирают силу нацисты. В Австрии уже правит вполне себе фашистский режим, который расстреливает рабочие кварталы из гаубиц. Да и в родной Бандере Польши идет похожая политика. Поляки считали, что Польша должна стать националистическим государством польского народа. А весь, так сказать, нежелательный элемент нужно было или выдавить из страны, или превратить в поляков. До идеи Гитлера им, конечно, было далеко, но вот всем остальным они могли составить достойную конкуренцию. И это были не только лозунги. Польша активно пыталась превратить свои идеи в жизнь. Украинские читальни сжигались, школы закрывались. На земли с украинским населением активно переселяли отставных польских солдат. Представьте, какое отношение такая политика вызвала у местных крестьян. К вам приезжают какие-то непонятные чуваки, которые забирают вашу работу, получают вашу землю, а вам и вашим детям закрывают дорогу в жизнь просто потому, что вы говорите не на том языке. А тут появляются бравые герои, которые начинают рассказывать крестьянам, что вообще-то это неправильно. Давайте вместе бороться с этими уродами, ведь мы с вами говорим на одном языке. А еще вы представители великой нации украинцев.
которых веками притесняли все вокруг. Но теперь пришла пора скинуть захватчиков и пойти прямиком в светлое будущее. Короче, если национальное самосознание в начале 20 века и спало в украинцах, то дебильная польская политика сделала все, чтобы оно проснулось. Чем-то подобным сейчас занимается и Путин, объединяя украинский народ в единое целое. Но давайте опять вернемся к Бандере. После гимназии он сначала примкнул к украинской войсковой организации, а потом к новому объединению, в котором он сыграет очень важную роль, к организации украинских националистов, или сокращенно ОУН. Появилась ОУН не на пустом месте. После разгрома украинской революции и политики полонизации по всей Украине начали расти националистические движухи. Они часто спорили друг с другом, пытаясь убедить, что только их методы борьбы единственно верны. В конце концов, на общем съезде в Вене было провозглашено создание новой организации украинских националистов. Ее лидерами стали все те же руководители УВО, но изменился принцип. План был простой. ОУН займется легальной деятельностью и будет мирно распространять идеи украинского национализма, а УВО станет ее боевым крылом. Тем самым, с одной стороны, мы не отказываемся от террористической борьбы, а с другой делаем вид, что я не я и лошадь не моя. Типа, мы тут только листовки раздаем, ничего про убийства и взрывы не знаем. Но этот план довольно быстро потерпел неудачу. Во-первых, потому что в Польше уже существовало украинское народно-демократическое объединение, куда шли все сторонники мирных методов. Во-вторых, костяк ОУН составляли молодые горячие парни, типа Бандеры, которые совсем иначе представляли себе борьбу за независимость. В 30-м году проходили выборы депутатов в польский Сейм. Националисты выборы, разумеется, игнорировали. Зато на них пошли украинцы из народных демократов. Они считали, что яркие террористические акции вредят делу свободной Украины, что насилием своих целей не достичь. Нужно играть в долгую, добиваться уступок, разрешения преподавать на украинском языке с дальнейшей перспективой где-нибудь там в будущем получить автономию. Для членов ОУН подобные идеи были предательством украинской нации. Настолько, что из 63 жертв ауновского террора того времени больше половины были украинцами. Сельские учителя, кандидаты в депутаты, журналисты. В общем, все, кто выступал за мирное сосуществование с поляками. Эти кровавые акции стали прямо-таки подарком для польского правительства, которое тут же объявило о необходимости умиротворения края и начало специальную военную пацификацию. Пацификация — это, кстати, реальное название, которое использовали поляки. Сегодня отношение к этому событию диаметрально противоположное у польской и украинской стороны. В Польше вам скажут, что акция была на редкость спокойной, что лидер Польши Пилсудский вообще потребовал избегать кровопролития, и все жертвы, если они вообще были, вина исключительно боевиков из украинских националистов. Если вы перенесетесь через границу и спросите мнение уже у нас, украинцев, вам эту пацификацию иначе как кровавой резней не назовут. Истина, как обычно, где-то посередине. По украинским источникам было убито около 35 человек, 2000 арестованы, сожжено около 500 домов. Особо стоит отметить убийство главы ОУН на западноукраинских землях Юлиана Главинского. По официальной версии польских властей он был убит при попытке к бегству во время следственного эксперимента. Если читать между строк, то понятно, что его просто вывезли в лес и застрелили. Его преемника на посту Степана Ахримовича арестовали и избили в тюрьме практически до смерти. Он умер почти сразу после освобождения. Эти события не прошли незамеченными для мира. Легальное украинское демократическое движение осудило применение силы поляками. Члены британского парламента потребовали провести расследование. Масло в огонь подлили боевики ОУН, когда убили депутата Тадеуша Голувка, который, правда, выступал не за убийство украинцев, а наоборот за смягчение польской политики. В конце концов, под давлением мирового сообщества правительство Польши все же поумерило обороты и перестало пытаться насильно сделать всех поляками. Вновь открылась украинская гимназия и начались нормальные переговоры с украинским демократическим движением.
Казалось бы, шаг в правильную сторону, но не для организации украинских националистов. Для них по-прежнему не могло быть никаких переговоров с Польшей, если только это не переговоры о полном отделении Украины. Но продолжать вооруженную борьбу было практически некому. Польские зачистки сильно сократили состав движения. А после замедления насильственной полонизации оно стало терять сторонников и среди местных жителей. И вот в таких условиях на должность руководителей ОУН избирается молодой 24-летний Степан Бандера. Он отказывается от поджогов и грабежей и берет курс на массовость движения. Тут весьма кстати, если можно так выразиться, на восточноукраинских землях политика мудрого и дальновидного Сталина приводит к дичайшему голоду, который войдет в историю под названием Голодомор. Это тема для отдельного ролика, а пока скажу, что Бандера провел сразу несколько акций в поддержку голодающих украинцев и развернул кампанию против коммунистической партии Западной Украины. Та была и такая. Еще Бандера начинает активную движуху, направленную на пробуждение национальной и политической активности украинцев. Всякие там манифестации, панихиды в память о сечевых стрельцах, борцах за независимость Украины. То, что сегодня принято называть культом могил. Ну и наконец была проведена так называемая школьная акция, когда молодежное крыло ОУН бойкотировало все, что относилось к Польше. Отказывалось отвечать на вопросы, заданные на польском языке, выкидывала государственную символику, планировала покушение на школьного куратора Гадомского и чуть ли не прямым текстом призывала отправлять поляка на геляку. Такой разворот политики националистов дал хорошие плоды. Несколько лет он стремительно набирала популярность, но потом все опять пошло коту под хвост. Ближе к концу 1933 года студент Микола Лемик застрелил советского дипломата в знак протеста против Голодомора. По плану националистов, судебный процесс над Лемиком должен был приковать внимание всего мира к геноциду украинцев, ведь Советский Союз тщательно скрывал сам факт массового голода. Шумиха в прессе в целом получилась, но недостаточно громкая. Советский Союз и без того особо не любили, так что смерть дипломата мало привлекла внимание к проблемам украинцев. Ну а рассказы, что большевики чуть ли не людей едят, откровением не стало. Про СССР и не такие байки ходили. А летом следующего случилось самое громкое политическое убийство, совершенное членами ОУН. Жертвой стал министр внутренних дел Польши Борислав Пиратский. Он был активным борцом с украинским национализмом, но при этом выступал за диалог с умеренными украинцами. В общем, идеальная мишень для Бандеры. У этого убийства была довольно сложная предыстория, но по факту оно могло и не состояться. Споры шли на всех уровнях. Националисты спорили друг с другом. Потом все вместе спорили с германской разведкой, которая была против этого плана. Поляки тоже знали о возможном покушении, но не хотели арестовывать террористов, чтобы не портить атмосферу перед польско-украинскими переговорами. И вроде как даже сам Бандера в самый последний момент приказал отменить операцию, но сообщение опоздало. Как бы там ни было, в один прекрасный день министр приехал на обед в свой любимый ресторан, где его уже ждал член ОУН Григорий Мацейко. Сначала он попытался взорвать бомбу, а когда она не сработала, то застрелил Пиратского и сбежал. Итогом этого убийства стал очередной разгром ОУН. Уже через 2 дня президент Польши приказал создать специальное место, куда можно будет свозить тех, кого подозревают в терроризме, причем свозить без суда и следствия. А то чё они распоясались, вон уже министров убивают. Возможно, вы уже догадались, что под специальным местом имелся в виду концлагерь. В 1934 году там было уже 200 заключенных, больше половины из которых являлись украинскими националистами. Лагерь просуществовал до 1939 года, пока Польшу не захватили Германия и Советский Союз. Справедливости ради нужно добавить, что условия в этом лагере были намного лучше, чем в советском ГУЛАГе или немецких лагерях смерти. И содержали там не только сторонников Бандеры, но и вообще любых противников польской власти, коммунистов, евреев и белорусов. Но все же украинцев там всегда было довольно много. А еще создание лагеря было лишь одним из последствий убийства министра. Вторым стал арест Бандеры, причем он мог и не случиться. Прямых доказательств против Бандеры просто не было. Но свою роль тут сыграла Германия. В 1933 году там к власти пришел Гитлер.
который довольно скоро заключил с Польшей договор о ненападении. В его планы не входило убийство польского министра руками украинских националистов, которые были практически под полным контролем немецкой разведки. Бандера получил из Берлина четкий приказ отменить убийство, но игнорировал его до последней минуты. Для Степана существовала только одна цель – его свободная Украина, а на германские политические игры ему было глубоко плевать. Бандеру арестовали накануне официального визита Геббельса в Варшаву. Но была одна проблема – прямых улик против него не было, а Польша не могла действовать на открытом процессе, как одна современная нам страна, игнорируя все юридические нормы. Но тут, на счастье поляков, как-то совершенно внезапно в Чехословакии был обнаружен архив ОУН, который позволил раскрыть всю организацию сверху донизу, а заодно дал польскому суду доказательства против Бандеры. Есть подозрение, что найти документы чехам помогли недавние союзники Бандеры из немецкой разведки. Очевидно, что слишком самостоятельные борцы за независимость Украины Гитлеру были не нужны. На суде Бандера и его соратники держались, как и подобает, несгибаемым националистам. Они приветствовали друг друга лозунгом «Слава Украине», игнорировали вопросы на польском языке и использовали любую возможность превратить скамью подсудимых в политическую трибуну. Надо сказать, что делали они это бескорыстно и без задних мыслей. Мало кто из них сомневался в приговоре. Все понимали, что это будет смертная казнь. Так что Бандера не пытался в этот момент строить карьеру, а думал, что отдает жизнь за правое дело. Суд вызвал большой резонанс и превратил почти никому неизвестного националиста в знаменитость, а смертную казнь ему в итоге заменили на пожизненное заключение. А значит, можно сказать, что Бандера успел побывать действующим лидером ОУН всего 3,5 года. Действующим это в смысле реально работал на местах, а не просто занимался формальным руководителем в заключении. После приговора его организацию ждал новый разгром. Снова арестовали и пересажали всех активных подпольщиков, так что преемнику Бандеры на посту руководителя пришлось отказаться от политического террора и следующие несколько лет заниматься исключительно восстановлением структуры. И тут нас перебрасывает прямиком в последний предвоенный 1938 год, когда агент НКВД в Роттердаме убил патриарха украинского национализма Евгена Коновальца, отца-основателя ОУН. Он давно жил за пределами Польши, но своим авторитетом удерживал организацию от внутренних срачей и развала. После его смерти власть в организации передают Андрею Мельнику, давнему соратнику Коновальца. На первый взгляд, очень подходящий кандидат, герой Первой мировой, командир сечевых стрельцов, полковник Украинской Народной Республики. Вот только он уже 12 лет как не занимался активной деятельностью. Этот выбор сильно не нравился молодым активистам из поколения Бандеры, но сделать они ничего не могли, в основном потому, что в этот момент сидели по тюрьмам. Так что, когда в 1939 году состоялся большой съезд ОУН, на нем собралась в основном только старая гвардия, которая уже давно жила в эмиграции. Они официально назначили Мельника вождем и спокойно себе разъехались по тихим европейским странам. Кстати, слово «вождь» я использовал не случайно. Вот вам цитата из политической программы будущей свободной Украины по версии ОУН. Существование политических партий будет запрещено законом. Единственной формой политической организации населения ОУН, как основание государственного строя, фактор национального воспитания и организации общественной жизни. В общем, ОУН провозглашалась элитой нации, ну а Мельник – вождем, который несет ответственность за свои действия перед Богом, нацией и собственной совестью. Привет, фашизм, как он есть. Но отмечу, что Бандера к этому документу отношения не имел. Он сидел в тюрьме. Ну а дальше началась война. То самое время, за которое Бандере любит предъявлять российская пропаганда. Вспоминают про сотрудничество с Гитлером, украинских полицаев, убийство красноармейцев и так далее. Но насколько эти обвинения правдивы? Вначале стоит сказать, что у самого Гитлера на украинских националистов никакого четкого плана не было. Для него что поляки, что русские, что украинцы были какими-то унтерменшами, с которыми нужно действовать по обстоятельствам, без долговременных союзов и обязательств.
Вот яркий пример. Уже когда началась война и немецкие войска штурмовали Варшаву, в Ставке Гитлера всерьез обсуждали создание марионеточных государств на территории Западной Украины и Беларуси, несмотря на то, что пакт Молотова-Риббентропа предполагал, что эти земли должны отойти СССР. Новый вождь украинских националистов Андрей Мельник даже ездил на встречи с немецким командованием и размахивал бумажкой со списком будущих министров. Но в конце концов от этой идеи быстро отказались и не препятствовали Советскому Союзу в захвате второй половины Польши. А вместе с крахом страны на свободе оказался и Бандера, вместе еще с сотнями радикальных националистов. Но вместо того, чтобы тут же вступить в новую борьбу за освобождение Украины, они начали устраивать разборки со старшими товарищами во главе с Мельником. Не то чтобы у них сильно расходились взгляды на будущее Украины, но они совершенно по-разному смотрели на роль Германии в этом процессе. Мельник считал, что у Украины без помощи Германии не будет шансов на независимость. Типа Украина должна стать для Гитлера младшим братом, украинские части должны участвовать в операциях вермахта, и тогда немцы разрешат создать украинцам государство, как они разрешили это сделать хорватам. А Бандера видел Германию не как партнеров, а как инструмент, который должен нанести непоправимый урон врагам украинской нации, Польше и Советскому Союзу. Сами немцы тоже ослабнут в этой борьбе, и тогда можно будет спокойно создавать независимую Украину. Бандера в целом справедливо считал, что украинцы не нужны ни одному западному правительству, поэтому он ни с кем не обязан согласовывать свои планы и методы борьбы. Я вас прямо прошу обратить на это внимание. В рядах ОУН не было единства по вопросу сотрудничества с немцами, а сам Бандера был скорее противником такого союза. Разногласия немедленно привели к расколу ОУН на сторонников Мельника и сторонников Бандеры. Появились две отдельные фракции – ОУН-М и ОУН-Б. Но бог с ним, с Гитлером. У всех националистов существует еще одна больная тема – антисемитизм. Интересно, как с этим обстояли дела в ОУН? Здесь ситуация не такая однозначная, как кому-то хотелось бы. С одной стороны, ни в одном программном документе ОУН нельзя найти и речи о превосходстве украинской расы над остальными. Идеи, конечно, иногда проскальзывали, но в официальный курс не вошли. Насчет антисемитизма сложнее. В 20-х годах евреи совершенно спокойно входили в украинские формирования. Был даже отдельный еврейский курень. Но к 30-м ситуация резко изменилась. Среди украинских националистов закрепился образ еврея как союзника коммунистов. Получил распространение даже термин «жидокоммунист». Но стоит добавить, что антисемитизм вообще был тогда чуть ли не общеевропейским трендом, когда поляки захватили Львов во время войны с Западноукраинской республикой, то первым делом устроили еврейский погром. Незадолго до июня 1941 года бандеровцы провели собственное собрание, где постановили, что с евреями нужно бороться, потому что в СССР они являются главной опорой большевистского режима. Но при этом нужно всем объяснить, что главный враг — это не сами евреи, а Москва. Давайте для примера возьмем еще одну цитату. «Во времена хаоса и смуты можно позволить себе ликвидацию нежелательных польских, московских и еврейских деятелей, особенно сторонников большевистско-московского империализма. Враждебных нам москалей, поляков и евреев следует уничтожить в борьбе или переселять. Главным образом следует уничтожать интеллигенцию, не допускать ее ни в какие руководящие органы, закрыть им доступ в школы, сделать невозможным воспроизводство интеллигенции. Ассимиляция евреев исключается». Звучит все это далеко от гуманистических идеалов, но все же нелюбовь украинских националистов к евреям не превращалась в нацистский вариант окончательного решения еврейского вопроса. После захвата Польши бандеровцы и мельниковцы начали действовать самостоятельно. Бандеровцы отправились готовить украинское восстание, изучали местность и настроение среди граждан, а мельниковцы призвали своих сторонников либо затаиться, либо вообще уехать в Германию и ждать начала большой войны. Скоро враждующие фракции начали обвинять друг друга в неправильном национализме, диверсиях, предательстве, сотрудничестве с большевиками и прочих грехах. Попутно они приговаривали друг друга к смертной казни и устраивали кровавые разборки. Считается, что за 1,5 года до нападения Гитлера на СССР было убито 400 мельниковцев и 200 бандеровцев. А еще у бандеровцев появился новый сильный враг – НКВД. По сравнению с этими ребятами, методы польской контрразведки показались цветочками.
пулеметчиками. До середины 41 года чекисты арестовали, убили или выслали в Сибирь примерно 16,5 тысяч украинских националистов. Но, зная методы сталинских комиссаров, легко можно предположить, что среди жертв было много совершенно случайных людей, что не отменяет того факта, что украинскому подполью был нанесен серьезный урон. С началом войны ОУН вышла из подполья и развязала партизанские акции в тылу советских войск. Они нападали на отдельные группы солдат, склады и опорные пункты. В боях с бандеровцами и мельниковцами Красная Армия потеряла чуть более 2000 человек. После быстрого отступления красноармейцев националисты создавали народную милицию и объясняли всем и каждому, что Германия — это хорошо. А скоро будет Украина, а значит еще лучше. Но скоро так и не наступило. У Гитлера были свои планы на плодородные украинские земли. Их должны были заселить расово чистые арийцы. А всякие там неполноценные славяне, нужно гнать их в шею. Но сами националисты узнали об этих планах не сразу. 30 июня во Львове заместитель Бандеры Ярослав Стецько провозгласил создание украинского государства. Так УНБ пыталась воплотить в жизнь свой план, объявить о независимости Украины и поставить немцев перед фактом. Гитлер такой прикол не оценил и моментально потребовал разогнать самостийныков. Меньше чем через неделю Бандеру арестовали и увезли в Берлин. Мельника тоже задержали, но в отличие от Бандеры скоро отпустили. Он оказался более полезным кадром. В общем, все оставшееся лето в Украине складывалась довольно нелепая ситуация. В деревне приходят отряды ОУН и распространяют среди жителей акт о провозглашении украинского государства, формируют органы управления и милицию. Потом приходят немцы и говорят, что никакой независимости вам не будет, и всех разгоняют. Их место занимают другие националисты во главе с Мельником, которые разоблачают акт о создании Украины как жидомосковскую провокацию и призывают сотрудничать с немецкими оккупантами. Такая неразбериха продолжалась до осени, пока стремительные успехи вермахта не вскружили голову немецкому руководству. Они решили, что легко добьются своих целей, скоро захватят Москву, никакой угрозы Красная Армия не представляет, и поэтому можно забить на помощь от украинских националистов. Может, они и были бы полезны, но слишком самостоятельные и неуправляемые. Вон даже какое-то государство тебе захотели. В общем, нафиг их. Для начала нацисты снова разделили Украину на две части, а потом приказали арестовать все бандеровское руководство. А это значит, что пока, по мнению российской пропаганды, бандеровцы помогали Гитлеру убивать ни в чем не повинных советских людей, на самом деле почти все они оказались в лагерях, где и просидели почти до самого конца войны. Но неужели УНовцы вообще не сотрудничали с нацистами? Ведь несмотря на массовые аресты, в организацию пришли новые люди, и из прежних руководителей кому-то удалось сбежать из тюрьмы и вернуться к борьбе. Ну что ж, давайте посмотрим на судьбу двух батальонов, которых еще до 1941 года набрали из членов ОУН – Нахтигаль и Роланд. Только важное уточнение, не путайте их с дивизией СС Галичина. Это разные формирования из разных людей. Коротко говоря, Нахтигаль и Роланд были созданы немецкой разведкой, они были малочисленны и в боевых действиях особо не участвовали, если не считать таковым участие Нахтигаля в еврейских погромах после очередного захвата Львова. Правда, непонятно, что он там вообще забыл, никаких приказов батальону никто не давал, так что, скорее всего, какое-то число бойцов пошли громить евреев, так сказать, по зову сердца, величина ущерба от них до сих пор предмет споров ученых и ваших личных предпочтений. Что же касается дальнейшей истории, то после отказа немцев дать Украине независимость и ареста почти всех руководителей существования ОУНовских батальонов стало невозможным. Поэтому их перебросили во Франкфурт, расформировали и слили в 201-й батальон Шуцманшафта, заключив личный контракт с каждым бойцом в отдельности на 1 год. Грубо говоря, это была полиция, которая охраняла военные объекты от партизан. После окончания контрактов ОУНовцы отказались их продлевать. Часть офицеров немцы арестовали. Часть перешла на нелегальное положение, а рядовых просто распустили. Такая, в общем, получилась служба на благо Третьего рейха. Но давайте вернемся к Бандере. Какое-то время, помотавшись по тюрьмам, он оказался в концлагере Заксенгаузен. Это был, в общем-то, типичный для нацистов лагерь смерти, но с одним отличием. Там стоял отдельный корпус для важных заключенных.
Вот как раз в таком и держали Бандеру. В отличие от обычных пленников, у него было достаточно много свободы. Его спокойно навещала жена, ему не нужно было носить тюремную одежду и участвовать в лагерных работах. Очевидно, что немцы хоть и посадили Бандеру за решетку, но все-таки на всякий случай не пытались его убить. Вдруг еще понадобится. Но это касалось только лично самого Бандеры. На воле с его сторонниками особо не церемонились. Уже в конце 1941 года в Германии приняли секретную директиву, в которой говорилось, что все оставшиеся бандеровцы должны быть задержаны и ликвидированы как мародеры. У мельниковцев дела шли тоже не сладко. Они провозгласили в Киеве создание Национальной Рады, но ее быстро разогнали гестаповцы, а депутатов либо посадили, либо расстреляли. И никакое сотрудничество с немцами им не помогло. И только через год после относительного затишья оставшиеся члены ОУН сформировали Украинскую повстанческую армию, УПА. Сделали они это потому, что немцы наконец-то начали проигрывать битвы. Вот уже отступили из-под Москвы, потерпели поражение под Сталинградом, а значит, у украинцев снова появился шанс на независимость. И вот, тут самое время поговорить о дивизии СС «Галичина». Как вы могли догадаться, Галичина и УПА — это не одно и то же. К созданию дивизии СС организация украинских националистов никакого отношения не имеет. Набором солдат и их обучением и командованием занимались исключительно немцы. Даже официальный язык там был немецкий. А символом сделали не привычный украинский трезубец, а льва. Никаких обещаний о независимости украинским добровольцам не давали, а просто предлагали стать солдатами в составе немецкой армии. ОУН такая конкуренция не понравилась, поэтому сначала они потребовали у тех, кто считает себя настоящими защитниками нации, бойкотировать набор в дивизию СС, но потом сообразили, что она может стать отличной кузницей кадров для будущей украинской армии. Потому наоборот начали говорить, мол, вступайте в Галичину, все, кто хочет, проходите обучение, а потом дезертируйте и бегите к нам. Но этот план было трудно назвать удачным, немцы тщательно отбирали кандидатов в дивизию, поэтому за все время оттуда сбежало не больше 1000 человек. А что касается действий самой повстанческой армии, то тут никакого единства не было. Чем больше немцы теряли контроль на территории, тем больше неразберихи там творилось. Где-то УПА сражались против вермахта и полиции, где-то наоборот действовали заодно. Но в каждом отдельном случае речь шла про мелкие стычки. Ни в каких больших сражениях УПА не участвовала. Единственной акцией, где УПА, так сказать, развернулась на полную, стала Волынская резня. Опять-таки, тема для отдельного видео, но сейчас о ней тоже надо рассказать. Волынской резнёй называют этнические чистки, которые УПА проводила против польского населения на Волыни, чем вызвала ответную реакцию и ответные чистки от польской националистической армии Краёва. Большинство современных историков с обеих сторон оценивают минимальное количество жертв в 30-40 тысяч поляков и 3-4 тысячи украинцев. Волынская резня — это довольно черная история польско-украинских отношений. В Польше ее даже на официальном уровне считают геноцидом польского народа. Вот только Степан Бандера отношения к ней не имел. Напомню, что он все еще сидел в лагере и оттуда в принципе никак не мог повлиять на происходящее. За он был или против, на местах это никого не волновало. Вообще надо заметить, что очень много чего происходило без участия Бандеры, и что сегодня ему активно приписывается. И началось это далеко не сейчас, а еще тогда, во время Второй мировой. Пока Бандера был за решеткой, немецкие пропагандисты записывали его в советские шавки, а СССР считал его пособником нацистов. Вот ведь, интересная жизнь у человека. К концу 1944 года поражение Германии стало очевидно для всех, даже для слепых. Красная армия подошла к границам Рейха. Так что мысль о заселении Украины чистокровными арийцами наконец-то покинула головы особо одаренных нацистов. Бандеру, Мельника и прочих активистов ОУН наконец-то выпустили из тюрьмы, в надежде, что они помогут бороться с Советским Союзом. Но стоит отметить, что немцы и не думали доверять Бандере. Они его пытались использовать как инструмент против общего врага. Впрочем, это было взаимное чувство. Сохранились такие вот слова генерала СС Бергера. Это неудобный, упрямый и фанатичный славянин. Своей идее он предан до последнего. На данном этапе чрезвычайно ценен для нас, после опасен. Одинаково ненавидит как русских, так и немцев.
Впрочем, освобождение Бандеры немцам все равно особо не помогло. Оказалось, что за время сидения в тюрьме он оторвался от реальности так же далеко, как эмигранты первой волны. И теперь уже его в упор не хотело воспринимать новое поколение националистов. Типа, что этот старый вообще себе позволяет? Тусил себе в лагере, ничего не делал, пока мы тут реально работали. Вырезали поляков, били русских и непонятно, что делали с немцами. А теперь вдруг явился и решил нами командовать. В итоге среди националистов случился очередной раскол. Я уже сбился со счета, сколько их там было, но делить ауновцам было уже особо нечего. Война заканчивалась, Советский Союз установил контроль не только над всей Украиной, но и над Польшей. В таких условиях как-то этому помешать и продолжать активно бороться за независимость и за идеалы украинского национализма не было никакой возможности. Так что дальше националистические движения пошли на спад. Бандера уехал из Украины, немного сотрудничал с американской и британской разведкой, участвовал в съездах, строил планы на будущее, но все же надо признать, что эффект от его деятельности был около нулевым. Наверное, единственными, кто в это время воспринимал его всерьез, были агенты КГБ. В 50-х Бандера поселился в Мюнхене, где чекисты пытались убить его аж 4 раза. Причем даже непонятно зачем. Никакой реальной угрозы Советскому Союзу он не представлял. То ли дело было в желании уничтожить символ украинской борьбы, то ли в банальной мести. В конце концов, пятое покушение все-таки закончилось успехом. 15 октября 1959 года Бандера был убит в подъезде собственного дома выстрелом цианистого калия в лицо. А его мечта о свободной Украине реализуется только через 30 лет, и далеко не в такой радикальной форме, как он это себе представлял. Здесь мирно и без этнических чисток могли жить и украинцы, и крымские татары, и поляки, и русские. Во всяком случае, до недавнего времени. Пока один старый КГБшник не решил еще раз зачем-то отомстить Бандере, хотя он, как и 60 лет назад, ничем России не угрожал. Иронично, что при этом главный русский борец с Бандерой даже не может правильно выговорить его фамилию. Бендеровцем. Бендеровским. Это гигант мысли, отец русской демократии. А в конце ролика мне хочется задать один вопрос. Вот оглянитесь назад и скажите, а почему именно Степан Бандера стал в глазах российской пропаганды каким-то злодеем из комиксов и кровавым воплощением сказки о национал-предателях и украинских помощниках Гитлера? Почему не Андрей Мельник? Ведь уж кто-кто, а он работал с немцами куда теснее и на полном серьезе считал их союзниками. Почему не Романа Шухевича, руководителя повстанческой армии в годы советской власти? Почему Бандера, если лично он по факту с Советским Союзом практически не воевал? Откуда взялась информация, что Бандера принимал участие в создании дивизии СС «Галичина», или что его судили на Нюрнбергском трибунале как военного преступника? Хотя это буквально не так и проверяется по 2 кликам в Гугле. У меня нет ответа на этот вопрос. Может быть, дело в том, что Бандера, в отличие от того же Мельника, куда тверже стоял на позиции радикального национализма и отвергал любые соглашения с теми, кого он считал врагами украинской нации. А может, так получилось просто случайно, из-за шизы в одной конкретной голове наследника советских чекистов. Возможно, у вас есть свое мнение на этот счет, напишите его в комментариях. Спасибо за просмотр, надеюсь, у нас получилось понятно рассказать, каким человеком был Бандера и в какое сложное время он жил, прямо как и мы сейчас. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Также можете подписаться, если вам понравилось, тогда вы точно не пропустите наши следующие ролики. Еще лучше, конечно, подписаться на Инстаграм или Телеграм-канал, ссылки тоже будут в описании, потому что, как минимум, предыдущий наш ролик про Карибский кризис вообще не попал в никакие рекомендации, и его увидели только подписчики, и то далеко не все. Вот. А если хотите поддержать наш канал деньгами, то в описании есть ссылки на Patreon, Boosty и криптокошельки. Кроме всяких приятных бонусов, спонсоры канала могут голосовать за тему следующего видео. Ну и как обычно, я хочу поблагодарить тех, кто уже помогает нам на Patreon и Boosty. Это Влад, Сергей Владимиров, Николай Грищенко, Водолей, Алексия Суис, Роксолана, What Reminds of Me, Степан Бандера, Юлия Вильянин, Денис Романов, Владимир Тихарь, Игорь Навод,
безработный, 33 шальных узбека и секс-инструктор НАТО с визиткой Яроша на Абрамсе. А еще вот эти вот замечательные люди. Большое спасибо вам за просмотр, вы много просили этот ролик, мы наконец-то его сделали. Как видим, он получился самым сложным и самым длинным. Вот. Также приходите на стрим, его мы тоже через время анонсируем. Ну и ждите новых видео. С вами был Заяц и компания. До скорых встреч.